это условно болезнь, ей люди болеют, и в конце они жизнь свою заканчивают действительно очень сильно истощаясь нервно и болея психосоматикой. Здравствуйте! В этом видео про созависимые отношения. Созависимые отношения очень часто неправильно люди понимают. Кто-то наоборот кто-то очень сильно этого боится и думает, что это крайне болезненная форма. И если у нас созависимые отношения, то это все. Нам просто расставаться, у нас нет никакой перспективы, и мы какие-то ненормальные. Потому что очень много про это говорят в интернете, и люди очень критично это воспринимают. Кто-то считает, что созависимость это что-то такое далекое, и меня это точно не касается. А абсолютно каждое отношение мужчины и женщины имеет компонент созависимости. И в этом видео я хочу раскрыть эту тему, рассказать, что является нормой, что является не нормой. Если вы узнаете, что у вас созависимости в отношениях больше, чем вам хотелось бы, что с этим можно делать? Почему об этом вообще стоит знать, чем это так вредно? Созависимые отношения изначально, этот термин был придуман в психологии для того, чтобы называть им отношения, где один является зависимым от химической зависимости, то есть зависимым либо от наркотиков, либо от алкоголя, или игромания может быть, да, не химическая, но тоже такая зависимость серьезная. И тогда в этих отношениях психологи называли зависимым того, кто зависит от конкретного чего-то, да, типа алкоголь, наркотики, а второй партнер назывался контрзависимым. И ученые, долго наблюдая, изучая вот эти модели отношений между этими людьми, заметили, что они проживают какие-то одинаковые сценарии, что там происходит все определенным образом, и отношения их проживают определенные этапы отношений, и заканчиваются они всегда крайне негативно. Например, у контрзависимого, да, который обычно чаще всего спасает своего зависимого, в конце жизни часто бывают болезни, психосоматика, и истощение, и нервное истощение. И человек при этом вообще не понимает, что он находится в нездоровых отношениях. Поэтому ученые очень внимательно это изучали, ученые-психологи, наблюдали за этим, описали. Вот я делюсь фазами созависимых отношений, но хочу сразу вначале сказать, что на самом деле мы все с вами, когда в отношениях, немного созависимы от своего партнера. И когда это действительно немного, то это нормально. Поэтому каждому человеку полезно знать и понимать, что это за созависимость такая. Я объясняю это на модели ладошки. Представьте, что вот один человек, ваш партнер, например, вот он личность, да, это набор его интересов, ценностей, его черт характера, вот он целиком здесь. И вторая ладошка – это вы, ваша психика, вот, две ваших психики, ваши внутренние миры. И когда вы сходитесь в отношения, вы соединяетесь. И от того, как вы соединитесь, вот так полностью сольетесь вместе, сливание, растворение в партнере. Или вы сойдетесь до какой-то степени вместе, и у вас останется много личных частей. От этого зависит, насколько вы будете созависимы друг от друга. Две ладошки, если они сливаются полностью, то это та болезненная форма как раз-таки созависимости. Это очень вредно, потому что я становлюсь зависим полностью от моего партнера. Если мы расстаемся, то это прям рана. Рана такая, которую самому прожить очень сложно. У меня такая ассоциация приходит очень яркая, знаете, когда дети языком касаются зимой железки какой-то, да, язык прилипает. И вот когда люди расстаются, и если это полностью я вся в нем была, и мы расстались, то это такая огромная рана на душе, и выкарабкиваться из этого сложно. И люди потом опять попадают часто в другие отношения. То есть выскочив из одной созависимости с кем-то, а одному так больно от чувства неполноценности и ненужности в этой жизни, что человек быстренько запрыгивает часто в новые созависимые отношения. А в созависимых отношениях всегда мучительно, больно и очень нервно. Либо, если это более здоровая форма, то люди, когда они изначально с хорошей самооценкой, изначально больше склонны чувствовать себя полноценными сами по себе,
Да, они сходятся и перекрываются на какое-то количество. Может быть, пополам, на половинку, может быть, там на 30-20%. Это все очень условно, измеряется это интуитивно. Это невозможно, как в математике, да, померить сантиметром или в килограммах измерить. Но примерно, насколько-то сходится, остается много личного пространства. И тогда люди и любят друг друга, потому что созависимость — элемент любой любви. Нам нужно растворяться в человеке, которого мы любим. В этом, собственно, и заключается кайф. За этим мы, собственно, и идем в отношения. Но у меня очень много остается, допустим, личного, своего. У меня есть личные друзья, возможно, личные интересы. Я реализуюсь в какой-то профессии, и это мое личное. Там у меня есть коллеги личные, у меня есть личное мнение всегда. Я перечислила сейчас набор того, что чаще всего выделяется как личное, либо там ты растворился со своим партнером. Но в каждой истории это индивидуально, там очень много нюансов, поэтому если у кого-то нет личных друзей, но есть что-то другое личное, это не значит, что он обязательно вот слился полностью. То есть это все нужно изучать, каждое отношение отдельно. Но если без партнера остаться страшно очень сильно, да, почувствуйте вот эту разницу, потому что я снимала не так давно на канале Shorts коротенькое видео, минутное, где говорила, что созависимость — это если вы представляете, что вы останетесь без партнера, например, он умрет, и вы все, жить без него не можете. И люди в огромном количестве писали комментарии о том, что я ничего не понимаю, что такое любовь, и я, наверное, не любила. Это не мое личное мнение, это мое мнение как психолога, да, это наука, психология об этом говорит, и я это полностью поддерживаю. И рада нести это в массы, чтобы люди трезвели и выходили из созависимости, потому что созависимость — это такая форма патологии, это, назовем это условно, болезнь, ей люди болеют, и в конце они жизнь свою заканчивают действительно очень сильно истощаясь нервно, болея психосоматикой. Вот этот шортс, коротенькое видео, на котором люди писали массово, что я ничего не понимаю, нет, любовь — это вот так как раз-таки. То давайте я сейчас приведу пример. Здесь у меня есть больше немножко времени, я могу раскрыть эту тему. Собственно, за этим здесь и находимся сейчас. Вот представьте себе вот эту разницу, ощутите сейчас, да, люди влюблены, они правда любят друг дружку. Один умирает, это безусловно, это горе, это трагедия, это долгий период горевания, месяцы, может быть, год, полтора, но потом человек должен, по идее, прогоревать это, отпустить, собраться с силами и начать жить дальше свою полноценную жизнь, потому что живем мы для себя, и мы изначально должны чувствовать себя полноценными, независимо от того, есть у нас партнер или нет. И если партнер умирает, в таком случае, когда человек полноценный, и они были соединены немножко вот как-то, да, то, вспомним, язык отдираем зимой от железки, остается рана, но она не занимает полностью человека всего. Он отгоревал какое-то время, затянулась рана, нашел новые смыслы и живет дальше. Он отпустил своего партнера. Ну так, судьба сложилась, умер человек. Что нужно сделать? Отпустить. Отпустить и остаться с любовью в сердце, но продолжать жить с любовью в сердце к себе тоже. И в новые отношения входить. Не жертвовать собой ради одного. Потому что за этой жертвенностью скрывается на самом деле выгода. Да? Жертва всегда находит выгоду. Она слабенькая и не может взять ответственность за себя в этой жизни. И вот нужно, если человек умирает, да, отпустить, прожить это, раны чтобы затянулись, и строить дальше свою жизнь счастливо. Вот в этом любовь настоящая. Видеть свою жизнь самостоятельно, отдельно от человека тоже. По принципу «я вообще люблю эту жизнь, мне вообще хорошо, но с тобой мне лучше». Но если ты уйдешь, я тебя отпущу. И если когда человек умирает, партнер, то люди еще как-то это понимают и стараются выкарабкаться, то почему-то, когда он уходит, например, заводит себе муж-любовницу, расстается, уходит, у него появляется новая семья, жена очень часто не может отпустить. Хотя это тоже просто уход. Даже если любишь, отпусти, останься с любовью в сердце. Нет, человек не представляет себе часто жизни без партнера, и это признак созависимости. А если они были полностью вот, да, сильно созависимые, что тогда происходит? Вместо того, чтобы, когда они расстались, отгоревать это, встать дальше на ноги, как говорится, да,
и строит свою жизнь счастливую, человек прямо страдает, рассыпается и не видит в себе жизни без партнера. Если тот просто ушел к любовнице, то там месть, ненависть, проклинания, может быть, какие-то. Если он умер, то это тоска и горе, и желание уйти вслед за ним. Вообще это видео мне захотелось записать после того, как я посмотрела, где-то месяц назад я смотрела интервью здесь на ютубе с одной известной личностью. Не буду сейчас называть ее имя, но ее интервью с ее описанием о том, как ее муж умер, а она хотела покончить жизнь самоубийством вслед за ним, как раз-таки показывает то, что часто люди проживают. Просто некоторые могут прийти на камеру это сказать на интервью, а многие люди молчат об этом. Но это частый шаблон. Шаблон, хорошо показывающий, демонстрирующий созависимость. Это была семейная пара, они жили порядка 15 лет вместе, у них был ребенок. Могу сейчас в цифрах путаться. Допустим, ему было 12 лет. Жили очень хорошо, красивая пара, в инстаграме их было видно, прекрасно все было, и вдруг он неожиданно умирает от тромба. Взрослый, спортивный, прекрасный мужчина неожиданно умирает от тромба. Она тоже спортсменка, образованная, интересная женщина. У них была большая степень созависимости, да, и вот это вот ощущение, что все, рана моя огромная, и ей бы, по идее, нужно отгоревать какое-то время, взять ответственность за свою жизнь в свои руки, начать больше посвящать времени тому, чтобы наладить свой быт без него, решить какие-то там, не знаю, финансовые вопросы, ребенка поддерживать, потому что у ребенка умер папа, и мама взрослая должна в этот момент брать и поддерживать малыша больше даже, чем себя, потому что он ребенок, ему нужна мама. Это работа мамы поддерживать ребенка, и в такой сложной ситуации тем более. Но вместо этого она в состоянии такого вот психологического нервного такого эффекта, нервного срыва, совершает попытку самоубийства. После этого она понимает, что все серьезно, я съехала с кукушки, как говорится, мне нужен психолог. Она идет, получает курс психотерапии, проживает это и как-то из этого вылезает. Яркий пример того, что были люди замечательные. Ну, я могу предположить, да, я не знаю, как они жили на самом деле, но из картин, которых я видела, там не видно созависимости, не видно зависимости химической, то есть они не похожи на людей, которые злоупотребляют алкоголем или наркотиками, не похоже, что там была какая-то игромания, да, то есть изначально психологи это выявили, чтобы такие крайние истории, такие людей, которые выпадают из социума, объяснять, но на самом деле это встречается в жизни огромного количества людей, которые ведут, казалось бы, нормальный образ жизни, но термин созависимость для их отношений все равно подходит. Еще вот яркий пример такой, когда они слипаются полностью и разлипаются, да, расходятся, и им очень больно, потому что вся моя личность сплошная рана. Чтобы понять, насколько это болезненно, насколько это деструктивно, разрушающе для человека. Представьте, что вот это все, это как человек и вся его кожа. И мы знаем, что если человек получает ожоги, например, то от того, какой процент кожи пострадает, этот процент как бы решает его будущее, да, выживет ли он вообще. Потому что когда какой-то процент кожи пострадал слишком большой для того, чтобы тело могло функционировать, там чуть ли не пересадка кожи, по-моему, нужна, ну какие-то такие истории, да. И вот когда люди разрываются в большой созависимости, это та же самая история, что они как будто с обожженной кожей полностью. Поэтому что делать? Если вы понимаете, что вы уже в такой ситуации, или, может быть, ваш знакомый, нужно это первое признать и понять, что да, я в таких отношениях. Дальше с психологом нужно исследовать вашу личность, потому что в эти отношения не просто так попадают. Личность изначально сформировалась с детства такой, да, склонной к роли зависимого либо созависимого. И это нужно аккуратненько терапевтировать, аккуратненько выращивать новые состояния. Когда человек попадает в созависимость, когда он изначально как личность чувствует себя неполноценным, это низкая самооценка, яркий пример. И тогда вот он, например, вот наполовинку я полноценный, а наполовинку неполноценный. И мне очень нужно кем-то себя дозаполнить. И чтобы выходить из таких отношений,
Не обязательно бросать партнера, можно выходить вместе с ним, получая курс психотерапии, меняясь вместе. И тогда, кстати, изменения, когда люди не расстаются, а вместе, вдвоем это делают, изменения приходят намного быстрее и качественнее обычно. Нужно доращивать вот эту часть, которая неполноценная, которую хочется кем-то заполнить, нужно доращивать ее собой новым, выращивать там себя заново, выращивать там чувство полноценности. И тогда слияние будет с партнером небольшим, здоровым, нормальным. И тогда мне без партнера будет хорошо, с партнером лучше. И тогда люди не будут ревновать, потому что он изначально будет чувствовать себя человек полноценным. И тогда люди не будут бояться, а уйдет он или нет. Потому что если ты уйдешь, значит, ты уйдешь туда, где тебе будет лучше, а я тебя люблю, я буду счастлива и рада за тебя, потому что я, когда останусь одна, я буду тоже окей, и я встречу какого-то другого замечательного человека, с которым мне будет хорошо. И тогда появляется вот это здоровое состояние, психологически здорового, счастливого человека. Поэтому, если вы замечаете в себя такие отклонения, да, немного от нормы, здорово этим заниматься своим ментальным здоровьем, входить в психотерапию, менять структуру своей личности, выращивать свою полноценность. Еще людям, всем, кто интересуется темой созависимости, полезно знать про треугольник Карпмана, потому что это те роли, которые всегда в созависимости проигрываются. Ярко, всегда, да, и они вот как раз-таки и истощают людей. Про треугольник Карпмана сняла отдельное видео, ссылочка внизу, здесь есть переход. Если хотите, переходите, смотрите, если вас это интересует. А если досмотрели до конца, значит, видео оказалось вам интересным, может быть полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Также, если хотите, пишите комментарии, если есть какие-то вопросы, задавайте. Я часто бываю на канале здесь, прохожусь по комментариям, стараюсь всем отвечать. До встречи в следующих видео. До свидания.